Приветствую, друзья! Кроме флагманских Arcanis, которым дали пометку Professional, у Zigat вышли еще и бюджетные наушники Lash Studio. За бас в них отвечает один 10-мм динамик, а за середину и верха по два арматурных излучателя собственной разработки. Настройка, как и всегда, просто выше всяких похвал, да и звучание схоже с теми самыми Arcanis. Но обо всем по порядку. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в довольно компактной коробке. Видимо, это новый стандарт у Zigat. При этом оформлено все как обычно, с изображением модели и характеристиками на боковой части. В комплекте был черный бокс, пара пенок и набор силиконовых амбушюр, чем-то напоминающих КБ-07. Кабель для этого сегмента я бы назвал неплохим, тем более, что и сопротивление у него довольно низкое, примерно по 17 сотых Ома на каждый из жил. Чашечки полностью из гипоаллергенной смолы с металлическим звуководом, серийным номером, отверстием для компенсации, направленным назад и абстрактно оформленной внешней частью. Смотрится это солидно, материал приятный, да и сидят они удобно. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас довольно быстрый по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,95%, что точно укладывается в норму. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете рассмотреть на соответствующих графиках. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 6 дБ, идеально ровную середину, слегка приподнятую область разборчивости, акцент на имитации ушной раковины, еще один на псевдодетализации и чуть притушенные, но протяженные высокие частоты. В сравнении с Arcanis у нас, как видите, еще более гладко, но есть просадка по низам. А вот с непревзойденными Yanin Canon Pro они чуть ли не один в один, что очень хороший знак. То есть все на флагманском уровне. По своему характеру и восприятию вообще Lash действительно сильно напоминают вот только рассмотренные нами Zigat Arcanis. И там упор идет на собранность, хорошую динамику и степень проработки аудиального полотна. Однако непосредственно разрешение и четкость гораздо выше у Arcanis. Но то и понятно, ценник у них совершенно разный. А вот по настройке Lash ближе к моим любимчикам Yanin Canon Pro, которые тоже подробнее и намного прозрачнее на всей верхней половине спектра. Тут лучше рассмотреть высокие частоты. Хотя у Canon Pro и Lash они не столь явно выражены, как, например, у Arcanis, зато без акцентирования всяких сибилятивных призвуков вне зависимости от выбранного вами кабеля. В Arcanis, как вы помните, я делал на этом отдельную сноску. В остальном, если не особо придираться, то Lash действительно подойдет, например, для профессионального мониторинга, если говорить о работе на студии, или про уровня геймера, которым важнее всего позиционирование и понимание сцены как таковой. В Lash она представлена и в ширину, и с неплохим размахом в глубину. Как вы уже должны были понять, сильно в разрешение и контроль герои обзора не уходят, при этом давая нам неплохо проработанную, чуть смягченную картинку и лампово-комфортную атмосферу. В
В сравнении с CK-LVX CK2V наша модель тембрально богаче, но заметно уступает в четкости, скорости атак и той самой микродинамике. Отсюда такие элементы, как разделение инструментов, разборчивость и отработка на скорости гораздо лучше в CK2V. Lush же мне чем-то напомнили вокальную классику Sony MDR 7506 с их цельными и довольно насыщенными образами, легким магнетизмом и просто изумительной мелодической составляющей. Да, нет тут всяких аудиальных пикселей, однако залипнуть на музыку в Lush проще простого. Другой вопрос, как так могло получиться, если внутри целых 4 арматурных излучателя, резче и точнее которых, просто, друзья, не существует. Ответ, как обычно, на поверхности. Так им, скорее всего, было проще выполнить сочленение драйверов, чтобы уйти от всяких ям и разрывов по текстурам. Ну и приятный аналоговый флер тоже не стоит сбрасывать со счетов. Тембральный объем здесь корректный, сцена чуть выдвигается вперед, примерно как это было в Arcanis. Хороший масштаб, крупные, довольно целостные образы и эдакий элемент около студийной ясности. Мягче, чем в Arcanis, но со схожей аккуратностью и легкостью в построении образов. Энергетика у нас в принципе достойная, есть задор, драйв и та самая эмоциональная насыщенность. Бас глубокий, в меру заполняющий, серединка по-бархатному аналоговая и очень музыкальная, как и верха, которые скорее цельные и комфортные, чем четкие и прозрачные. Подача у них плюс-минус, как у Arcanis, больше мониторная, чем лампово-музыкальная или нейтрально-сухая. С приличным весом, выразительностью и почти без ограничений по стилистике. Конечно, что-то особо требовательное к текстурам, уровню разделения или высокой четкости им будет не совсем по зубам. Однако это если прямо очень сильно придираться. Слушал в них рок, джаз, симфоническую музыку и много джаза. Все, как для своей цены, просто шикарно. Не что-то прямо экстраординарное, но слушать вполне можно. Главное, усилитель к ним подберите поточнее и в агрессивном смысле пожестче. Итогом Ziggate Lush приятно выглядят, неплохо сидят, шикарно согласованы по излучателям, с вполне допустимым уровнем искажений и просто гениально настроенной АЧХ. Почти один в один, как у сногсшибательных Yanin Canon Pro. Звучит же модель масштабно, насыщенно, довольно выразительно, с прекрасной мелодикой, вовлечением, прямо аналоговой мягкостью и хорошо переданными эмоциями. Да, модель явно не про разрешение и нюансы текстур, зато с напором, экспрессией и чуть ли не живой атмосферой. Для своей цены, повторюсь, это очень хорошая модель. Прямой конкурент уже довольно нашумевшим CK-LVX CK2V. Последние детальней, но не настолько душевные. А у меня на этом все. Это были наушники Ziggate Lush. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме, на которые обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!